Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео представляю вам кофточку с круглой кокеткой воздушный ажур. Этот простой, но изящный узор для кокетки создает красивую форму и очень удачно садится на верхней части тела, формируя плавный скос по плечам. Легкий ажур делает модель кофточки более легкой, воздушной. И такая кокетка отлично подходит для вязания кофточек из любой пряжи. Можно связать кофточку с длинным рукавом из полушерстяной пряжи. И можно связать также из хлопка. И также используя разную толщину нити. Здесь у меня две модели. Кофточка связана с коротким рукавом, как футболочка, из полухлопка. Ниточка средней толщины. Смотрится очень интересно. Можно носить летом, весной с джинсами, брюками, юбочками. И также у меня из более тонкой пряжи, это полушерсть, более тонкая ниточка, связана кофточка с длинным рукавом. Здесь я сделала разное оформление по низу. Рукавов идет планка резинки, закрытие петель эластичным способом. Для футболочки с коротким рукавом здесь я выполнила подгиб. Конечно же, у вязания этих кофточек разная плотность вязания петель, поэтому идет различный расчет, сколько набирать петель, сколько набирать раппортов узора для вязания кокетки. Но, дорогие друзья, я для вас подготовила подробный видео-мастер-класс и описание кофточек в двух вариантах: из полухлопка и из тонкой полушерсти с длинным рукавом. В описании будет подробный расчет вязания кофточек от 44 до 54 размера. Также будет видео мастер-класс, где я подробно покажу все моменты вязания, то есть как разделить кокетку на детали по своим меркам, подогнать по фигуре, как набрать петли для подрезов, как затем набрать петли для нижней части рукава, чтобы здесь тоже не было дырочек, все смотрелось аккуратно. Все ссылки на дополнительные видео тоже оставлю внизу под этим видео. Платный мастер-класс будет и описание доступен на моей страничке Boosty по платной подписке, а также в моем сообществе ВКонтакте. Переходите по ссылкам и приобретайте описание. В этом видео я вам подробно расскажу, как вязать такой ажурный узор для кокетки. С 1 по 54 ряд буду показывать, как вязать каждый ряд. Те, кто умеет рассчитывать вязание кофточек по своей фигуре, смогут связать такую кофточку самостоятельно. Дорогие рукодельницы, если вам понравилась эта модель, не забудьте поставить лайк, задавайте вопросы в комментариях под этим видео. Спасибо за внимание. Итак, приступаю к вязанию узора кокетки. Дорогие рукодельницы, приступаем к вязанию образца узора для кокетки. Будем вязать образец на 3 повторения раппорта. Раппорт вязания узора в начале составляет 6 петель, поэтому учтите это при наборе петель для образца и для начала вязания кокетки. Здесь на 3 раппорта, получается, я набираю 18 петель плюс 2 кромочных, то есть всего 20 петель. К завершению вязания узора один раппорт в ширину будет составлять 16 петель. И после того, как мы свяжем образец, обязательно проводим ВТО и после измеряем плотность вязания. Плотность вязания будем измерять в начале вязания кокетки, раппорт, и при завершении ширину раппорта. И уже по этим данным будем делать расчет, сколько необходимо набрать повторений узора, сколько необходимо набрать петель для того, чтобы связать кокетку по своим меркам, которые вы снимаете по фигуре. Итак, я набрала 18 петель, и для вязания прямым полотном еще плюс 2 кромочные петли. Если вы набираете для вязания узора по кругу, то кромочные петли не нужны. И вначале буду вязать резинку 1 на 1. Первую петлю кромочную снимаю, и далее начинаю чередование: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязав лицевая, изнаночная, последняя кромочная провязываю ее тоже изнаночной, и далее следующие ряды вяжу по рисунку петель, то есть над лицевыми выполняю лицевые петли, над изнаночными выполняю изнаночные петли.
Провязав несколько рядов резинкой и изнаночный ряд я выполнила только изнаночными петлями, и теперь начинаю вязать узор как с первого ряда. Узор кокетки выполняется с 1 по 53 ряд. Ну, как я и сказала, буду показывать только лицевые нечетные ряды. Все четные ряды по изнанке вяжутся просто изнаночными петлями. Если вы вяжете по кругу, то они провязываются все петли лицевыми. Итак, первый ряд ажурной кокетки. Первая петля кромочная снимается. Далее выполняем узор. Делаем накид на крючок, провязываем одну лицевую. Далее следующие 3 петли необходимо провязать вместе, так чтобы центральная петля оказалась сверху. И для этого вначале подхватываем спицей 2 петли и меняем их местами, так чтобы центральная петля оказалась впереди. Переснимаем обратно на левую спицу, затем заводим за 3 петли спицу и за левую стеночку, провязываем их вместе одной лицевой. И вот у нас центральная петля оказывается впереди. Выполняем после такого убавления лицевая, накид и лицевая. И у нас выполнен раппорт 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. То есть здесь у нас прибавлений пока по узору кокетки нету. И повторяем эти действия. Накид, лицевая. Далее 3 вместе петли, так, чтобы центральная оказалась сверху. В начале первые 2 петли меняем местами и провязываем 3 петли за вторую стеночку. После лицевая, накид, лицевая. И последнее повторение. Накид, лицевая, 3 петли вместе, меняем местами, провязываем 3 петли за вторые стеночки. После убавления лицевая, накид и лицевая. Последняя петля провязываем кромочную, изнаночную. Первый ряд выполнен, поворачиваем работу. И второй изнаночный ряд выполняем все петли изнаночные, то есть провязываем все петли и все накиды обычными изнаночными классическими петлями. Последнюю кромочную петлю тоже провязываем изнаночной. Начинаем вязать третий ряд узора кокетки. Первая петля кромочная снимаем. Далее провязываем раппорт, 1 лицевая. После делаем накид и далее провязываем 3 петли вместе. Точно так же в начале первые 2 петли переснимаем, меняя их местами. Центральная петля оказывается впереди. И провязываем 3 петли за вторые стеночки вместе одной лицевой. После убавления сразу делаем накид и провязываем 2 лицевых. Завершен первый раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. И начинаем повтор. Лицевая, накид, 3 петли вместе, переснимаем петли и за вторые стеночки провязываем их лицевой. После убавления сразу накид, 2 лицевых. Лицевая, накид, 3 петли вместе, накид и остается 2 лицевых и кромочная. Четвертый ряд, поворачиваем вязание, провязываем все петли и все накиды по изнанке изнаночными. Если вы выполняете вязание по кругу, где все ряды лицевые, то вяжите все петли и накиды лицевыми. Перехожу к вязанию 5-го ряда, и в 5-м ряду будут прибавления в раппорте узора. Начинаем вязать. Первая петля кромочная, делаем накид, далее провязываем 5 лицевых, 3, 4, 5, накид и лицевая. Один раппорт завершен, и после его провязывания мы, получается, выполнили 8 петель, то есть раппорт увеличился на 2 петли, и здесь не было ни одного убавления. И повторяем: накид, 5 лицевых, накид, лицевая. И еще раз повтор: накид, 5 лицевых, накид, лицевая и кромочная.
Далее изнаночный ряд, все изнаночные. Перехожу к вязанию 7 ряда. Первая кромочная, далее раппорт лицевая, накид, лицевая, следующие 3 петли вместе. Для этого в начале первые 2 петли переснимаем, меняя их местами и провязываем вместе 3 петли лицевой за вторые стеночки. После лицевая, накид и 2 лицевых. И начинаем повтор. Лицевая, накид, лицевая, 3 петли вместе, меняем петли местами, переснимаем их, провязываем вместе 3 петли лицевой, после лицевая, накид, 2 лицевых. И третье повторение. Лицевая, накид, лицевая, 3 петли вместе, лицевая, накид, 2 лицевых. И завершаем изнаночная, кромочная. Изнаночный ряд, все петли изнаночные. Перехожу к вязанию 9 ряда. Первая кромочная и далее идет раппорт узора. 2 лицевых, накид, далее 3 петли вместе. Также в начале переснимаем 2 петли, меняя их местами, и провязываем 3 петли вместе лицевой за вторые стеночки. После делаем сразу накид, и здесь мы провязываем 3 лицевых до конца первого раппорта. И начинаем повтор, как с начала ряда. 2 лицевых, накид, 3 петли вместе, переснимаем 2 петли, провязываем 3 петли за вторые стеночки. После накид 3 лицевые. Второе повторение завершено. Третье повторение. 2 лицевые, накид, 3 петли вместе, провязываем за вторые стеночки, накид, и у нас остается 3 лицевые и изнаночная, которую мы провязываем, кромочная, которую мы провязываем изнаночной. Изнаночный ряд, все петли изнаночные. Начинаю вязать 11 ряд. Здесь первая кромочная, и в этом ряду мы вновь делаем прибавки для расширения раппорта. И сразу после кромочной делаем накид для первого раппорта и провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее вновь делаем накид и еще одна лицевая петля. Получается, у нас раппорт расширился до 2, 4, 6, 8, 9, до 10 петель. И повторяем накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, лицевая. Вновь накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид и лицевая. Завершаем ряд. Кромочная, изнаночная. Далее изнаночный ряд, все изнаночные. Перехожу к вязанию 13 ряда. Первая петля кромочную снимаем, далее 1 лицевая, после делаем накид и после накида 2 лицевых. Далее 3 петли вместе одной изнаночной. В начале 2 петли переснимаем, меняем их местами и затем провязываем вместе лицевой за вторую стеночку. После убавления 2 лицевых, накид, и остается 2 лицевых до конца раппорта. И повторяем: лицевая, накид, 2 лицевых, 3 петли вместе, меняем петли местами, провязываем одной лицевой, после убавления 2 лицевых, накид и 2 лицевых. И последнее повторение: лицевая, накид, 2 лицевых, 3 петли вместе, меняем петли местами, провязываем за вторые стеночки лицевой, после убавления 2 лицевых, накид, 2 лицевых остается до конца раппорта и последняя кромочная, изнаночная. Далее изнаночный ряд, все изнаночные. Перехожу к вязанию 15 ряда. Первая петля кромочная. Теперь провязываем в начале раппорта 2 лицевых, накид, 1 лицевая и провязываем 3 петли вместе, 1 лицевой. В начале переснимаем петли и за вторые стеночки провязываем 3 петли лицевой. После 1 лицевая, накид и остается 3 лицевых до конца первого раппорта. Далее повтор: 2 лицевых, накид, лицевая, 3 петли вместе, переснимаем 2 петли, провязываем 3 петли за вторые стеночки. После убавления 1 лицевая, накид и 3 лицевых.
И последнее повторение. 2 лицевых, накид, лицевая, 3 петли вместе, лицевая, накид и остается 3 лицевых. Кромочная, провязываем изнаночная и далее изнаночный ряд. Начинаю вязать 17 ряд. Первая петля кромочная. И здесь в начале раппорта провязываю 3 лицевых, затем накид, затем 3 петли вместе одной лицевой. После сразу делаем накид и 4 лицевых. Далее повтор: 3 лицевых, накид, 3 петли вместе, накид и до конца раппорта 4 лицевых. И еще одно повторение: 3 лицевых, накид, 3 петли вместе, накид и остается 4 лицевых. И последняя кромочная петля. Изнаночный ряд, все изнаночные. Начинаю вязать 19 ряд, и в этом ряду вновь делаем расширение для раппорта. Первая петля кромочная и сразу выполняем накид. И далее провязываем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. После делаем накид и еще 1 лицевая для завершения раппорта. И далее повтор: накид, 9 лицевых, 5, 6, 7, 8, 9, накид и плюс еще 1 лицевая. Последнее повторение: накид, 9 лицевых, накид и последняя петля ряда лицевая. И остается кромочная, провязываем изнаночной. Далее изнаночный ряд, все изнаночные. Перехожу к вязанию 21 ряда. И здесь в начале снимаем, как обычно, петлю и провязываем 1 лицевую, накид. Далее провязываем 3 лицевых, 1, 2, 3 и после 3 петли вместе. Также меняем местами, переснимаем 2 петли и провязываем их вместе за вторую стеночку лицевой. После убавления провязываем 3 лицевых, накид и до конца раппорта остается 2 лицевых. И повторяем этот раппорт. Лицевая, накид, 3 лицевых, далее 3 петли вместе, переснимаем 2 петли и провязываем их вместе за вторую стеночку. После убавления 3 лицевых, накид, 2 лицевых. И последнее повторение: лицевая, накид, 3 лицевых, 3 петли вместе, переснимаем петли, провязываем их вместе за вторую стеночку. После убавления 3 лицевых, накид и остается 2 лицевых и кромочная. И следующий изнаночный ряд, все изнаночные. Начинаю вязать 23 ряд. Первая кромочная. Провязываем в начале раппорта 2 лицевых, накид, еще 2 лицевых и затем 3 петли вместе. Также переснимаем 2 петли, меняем местами, и за вторую стеночку 1 лицевой 3 петли. После 2 лицевых, накид и заканчиваем раппорт 3 лицевых. И повторяем раппорт: 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 3 петли вместе, 2 лицевых, накид и остается 3 лицевых. Далее провязываем еще 3-й раппорт и заканчиваем ряд. Изнаночные, все петли изнаночными. 25 ряд и начинаем вязать. Первая кромочная. Далее начинаем раппорт 3 лицевых, накид, 1 лицевая, 3 петли вместе, переснимаем 2 петли и провязываем за вторые стеночки 3 петли 1 лицевой. После 1 лицевая, накид и до конца раппорта провязываем 4 лицевых. И повторяем раппорт: 3 лицевых в начале, накид, лицевая, 3 петли вместе, 1 лицевая,
накид и 4 лицевых. Также провязываем третье повторение и заканчиваем ряд. Начинаю вязать 27 ряд, и в этом ряду выполняем следующий раппорт. Первая кромочная, и вначале провязываем 4 лицевых, далее накид, и далее сразу 3 петли вместе 1 лицевой. Переснимаем 2 петли и провязываем за вторые стеночки их 1 лицевой. После убавления сразу накид и заканчиваем раппорт, провязываем 5 лицевых. Начинаем новый раппорт, 4 лицевых, накид, далее 3 петли вместе 1 лицевой, переснимаем 2 петли и провязываем за вторые стеночки 3 петли 1 лицевой. После накид и заканчиваем раппорт 5 лицевых. И также выполняю третье повторение, заканчиваю ряд. Начинаю вязать 29 ряд, и в этом ряду вновь будем выполнять расширение раппорта на 2 петли, то есть делаем только накиды, убавлений петель не будет. Первая петля кромочная, и первый раппорт делаем на спицу накид, и далее провязываем 11 лицевых петель. Провязав 11 лицевых петель, далее выполняем накид и еще плюс 1 лицевая. Первый раппорт завершен, и здесь у нас уже получается 3, 6, 9, 12, 13, 14 петель в раппорте. Начинаем новое повторение, накид, 11 лицевых, накид и еще плюс 1 лицевая. Также выполняем третье повторение и завершаем этот ряд. Перехожу к вязанию 31 ряда узора кокетки. Первая кромочная снимаем, далее начинаем вязать раппорт, первая лицевая, после выполняем накид, далее 4 лицевых, после выполняем 3 петли вместе 1 лицевой, вначале переснимаем 2 петли и провязываем 3 петли 1 лицевой за вторые стеночки. После убавления 4 лицевых, накид, и остается 2 лицевых до конца раппорта. Повторяем: лицевая, накид, 4 лицевых, 3 петли вместе 1 лицевой, меняем местами первые 2 петли и далее 3 петли провязываем вместе за вторые стеночки. После убавления 4 лицевых, накид и 2 лицевых до конца раппорта. Третий раппорт вяжем точно так же. 33 ряд. Начинаем вязать. Первая кромочная снимаем, далее выполняем 2 лицевых и после выполняем накид. Далее 3 лицевых и 3 петли вместе 1 лицевой. Переснимаем первые 2 петли и провязываем далее 3 петли за вторые стеночки 1 лицевой. После убавления 3 лицевых, накид, и до конца раппорта остается 3 лицевых. И далее идет повтор, как с начала ряда. 2 лицевых, накид, 3 лицевых, 3 петли вместе, после убавления 3 лицевых, накид, и до конца раппорта 3 лицевых. И остается третье повторение до конца ряда. Начинаю вязать 35 ряд. Первый раппорт в начале кромочная, далее провязываем первый раппорт 3 лицевых, накид, далее 2 лицевых и 3 петли вместе 1 лицевой. Вначале переснимаем 2 петли и провязываем за вторую стеночку 3 петли. После убавления 2 лицевых, накид, и остается до конца раппорта 4 лицевых. И начинаем второй раппорт. 3 лицевых, накид, 2 лицевых, далее 3 петли вместе, провязываем 1 лицевой за вторую стеночку, после убавления 2 лицевых, накид, и остается до конца раппорта 4 лицевых. И еще раз выполняем третье повторение до конца ряда. 37 ряд. Первая кромочная снимаем, и здесь в начале раппорта провязываем 4 лицевых, далее накид, 1 лицевая, далее 3 петли вместе,
вяжем, как обычно, переснимаем петли и за вторые стеночки 3 лицевых, 1 лицевой. После убавления 1 лицевая, накид, и до конца раппорта остается 5 лицевых. 3, 4, 5. И начинаем новое повторение. 1, 2, 3, 4 лицевых, накид, 1 лицевая, 3 петли вместе, 1 лицевой. После 1 лицевая, накид и 5 лицевых. И точно так же выполняем третье повторение до конца ряда. Перехожу к вязанию 39 ряда. Первая кромочная, мы ее снимаем, и здесь мы провязываем в начале раппорта 5 лицевых. 3, 4, 5. После делаем накид и далее провязываем 3 вместе, 1 лицевой, переснимаем 2 петли и затем 3 петли провязываем за вторую стеночку, так чтобы центральная петля оказалась наверху. Сразу делаем накид и заканчиваем раппорт, провязываем здесь 6 лицевых. 3, 4, 5, 6. И далее второе повторение. 5 лицевых. 3, 4, 5. Накид, 3 петли вместе. Переснимаем петли и затем за вторые стеночки провязываем 3 петли, 1 лицевой. Сразу делаем после накид и заканчиваем раппорт 6 лицевых. Также выполняем третье повторение до конца ряда. Перехожу к вязанию 41 ряда, и в 41 ряду вновь будем расширять каждый раппорт на 2 петли, то есть будут 2 накида, а убавлений не будет, и раппорт станет 16 петель. И в начале ряда выполняем 1 кромочную, снимаем, далее выполняем 1 накид и провязываем 13 лицевых. Так, здесь провязав 13 лицевых, вот здесь вот у меня последняя петля раппорта идет как центральная петля вот между вот этими ажурными дорожками. Делаю накид и 14 петлю провязываю лицевой. Повторяю: накид, 13 лицевых, провязав 13 лицевых, второй накид и еще плюс 1 лицевая. Также выполняю третье повторение. Перехожу к вязанию 43 ряда, и по сути уже я начала последний раппорт вязания в высоту. И в 43 ряду провязываем так: первая кромочная снимаем, далее 1 лицевая, накид, и далее провязываем 5 лицевых. Далее 3 петли 3 петли 1 лицевой за вторые стеночки. После убавления тоже 5 лицевых, 5 лицевых, накид, и остается до конца раппорта 2 лицевых. И повторяем: в начале раппорта 1 лицевая, накид, далее 5 лицевых, далее 3 петли вместе, 1 лицевой, за вторую стеночку провязываем петли. После убавления 5 лицевых, накид и 2 лицевых. Также выполняю третье повторение до конца ряда. Перехожу к вязанию 45 ряда. Здесь в начале ряда кромочную мы снимаем и начинаем раппорт с 2 лицевых. Далее накид, далее 4 лицевых и 3 петли вместе 1 лицевой за вторые стеночки. После убавления 4 лицевых, накид, и здесь до конца раппорта остается 3 лицевых. И повторяем раппорт: 2 лицевых, накид, далее 4 лицевых, 3 петли вместе, 1 лицевой за вторые стеночки. После убавления 4 лицевых, накид, и остается 3 лицевых. И то же самое третье повторение. 47 ряд. Начинаем, первая кромочная снимаем, далее начинаем раппорт 3 лицевых, накид, 3 лицевых, 3 петли вместе, 1 лицевой,
за вторую стеночку провязываем. После убавления 3 лицевых, накид, и остается до конца раппорта 4 лицевых. И повторение: 3 лицевых, накид, 3 лицевых, 3 петли вместе 1 лицевой, за вторую стеночку провязываем. После убавления 3 лицевых, накид, и остается 4 лицевых. И также выполняю третий раппорт. Перехожу к вязанию 49 ряда. Первая петля кромочная снимаю. Здесь в начале раппорт провязываю 3-4 лицевых, далее накид, далее 2 лицевых, далее 3 петли вместе, 1 лицевой. Переснимаю 2 петли и провязываю за вторые стеночки лицевой. После убавления 2 лицевых, накид, и остается здесь 5, 3, 4, 5 лицевых. И далее идет повтор: 4 лицевых, накид, 2 лицевых, 3 петли вместе, 1 лицевой, за вторую стеночку. После убавления 2 лицевых, накид, и до конца раппорта 5 лицевых. И еще раз повтор до конца ряда. Начинаю вязать 51 ряд. Первая кромочная. Здесь в начале провязываю 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. После делаю накид, 1 лицевая. Далее 3 петли вместе, 1 лицевой. Переснимаем петли, за вторую стеночку провязываем. После убавления 1 лицевая, накид, и до конца раппорта остается 6 лицевых. 3, 4, 5, 6. И начинаю уже второй раппорт. 5 лицевых, 3, 4, 5, накид, лицевая, 3 петли вместе, 1 лицевой, за вторые стеночки провязываем. Так, у меня здесь нить расслаивается, поэтому аккуратно. После убавления 1 лицевая, накид и 6 лицевых до конца раппорта. Еще раз выполняю третье повторение и заканчиваю ряд. Начинаю вязать 53 ряд кокетки, и по сути это заключительный ряд ажурного узора по кокетке. После провязывания этого и следующего изнаночного ряда 54 далее провожу ВТО и делаю измерение, а также я далее сравню два образца, как они отличаются. Итак, 53 ряд. Первая петля кромочная, мы ее снимаем, далее провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее накид, далее 3 петли вместе, 1 лицевой. Переснимаем 2 петли, провязываем за вторые стеночки 3 петли, 1 лицевой. После сразу делаем накид и провязываем здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых до конца раппорта. Второе повторение. Начинаем 6 лицевых, накид, 3 петли вместе, за вторые стеночки провязываем 3 петли, после сразу накид и 7 лицевых до конца раппорта. Также провязываю третье повторение. Следующий ряд изнаночный провязываю все изнаночные, провожу ВТО и делаю измерение, снимаю плотность вязания данного узора. Итак, дорогие рукодельницы, показываю вам второй образец. Я провела пока отпаривание, но, конечно же, необходимо лучше всего постирать и высушить образец, и после того проводить измерение плотности вязания. Это полухлопок средней толщины. И сравниваем с полушерстяной ниточкой, более тонкой пряжей, и посмотрите, как отличаются два образца. Незначительно отличаются по высоте и значительно отличается по ширине. Поэтому перед тем, как начать вязать кофточку, обязательно свяжите образец узора и рассчитайте, сколько вам необходимо набрать петель, на сколько повторений раппорта узора, чтобы у вас была кокетка по размеру. В описании, если вы попадете в мою плотность вязания, вы можете по указанным меркам на свой размер связать кофточку. Ну и, конечно же, в подробном видео я буду рассказывать все основные моменты вязания кофточки, поэтому переходите по ссылке, присоединяйтесь, будем вместе вязать красивую, изящную и простую модель. Доступна для
те, кто только учится вязать спицами.